Почему Моргенштерн требует отменить праздник День Победы? Реакция Кремля и проверки Следственного комитета на реабилитацию нацизма. Смотри видео до конца, чтобы узнать все подробности. Запрещенная в Российской Федерации организация. Моргенштерн известен своими скандальными поступками и высказываниями, именно благодаря им рэпер в большей степени и достиг популярности. Однако сегодня музыкант, похоже, перешел какую-то моральную грань. В интервью Ксении Собчак-Алишер высказал свое мнение относительно Дня Победы, заявив, что не видит в нем необходимости. «Я вообще не понимаю этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, может, это скрепы какие-то. Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили», сказал Моргенштерн. Иосиф Пригожин, который не раз критиковал Моргенштерна, ранее высказал свое мнение на этот счет. Продюсер не сразу поверил, что тот, несмотря на всю свою скандальность, позволил себе зайти настолько далеко. Все это печально. Либо он специально хайпанул, либо просто не понимает, что происходит. Если б не предки, его бы не было. Сколько миллионов погибло, как дорого обошлась эта победа. Нужно сделать все, чтобы тем, кто остался жив, не было стыдно за наше поколение. На коленях надо стоять перед ветеранами. Но сегодня стало модно болтать языком все, что ни попадя. Чем громче заявление, тем лучше. Не всем доступны понятия чести, достоинства, совести. К сожалению, его плохо воспитывали. И за подобные вещи надо нести какую-то ответственность. Попроси прощения, раз допустил ошибку, будь мужчиной, комментирует Пригожин. Реакция из Кремля также последовала незамедлительно. Ветераны России уже обратились с просьбой проверить высказывания 23-летнего рэпера, а общественность оценила его слова негативно. Шумиха дошла и до пресс-секретаря президента России, который ответил скандальному музыканту. Знаете, что хочется таким молодым людям порекомендовать чисто по-человечески? Наверняка у них есть дедушки и бабушки. Поговорите с ними. Или придите к какому-нибудь ветерану, которых остается все меньше, но которые живут рядом с нами. Поговорите с ними и спросите, почему так важен День Победы, почему он был, есть и будет вечно важен для нашей страны, сказал Дмитрий Песков. При этом пресс-секретарь главы государства не стал пугать Моргенштерна. Он считает, что рэпер сделал это не со зла. Скорее всего, тут просто отсутствие знаний, эти пробелы легко ликвидировать, добавил он. Песков напомнил, что Моргенштерн популярен у молодежи, поэтому должен отдавать отчет своим словам и понимать степень собственной ответственности. Они должны за это нести моральную ответственность, именно моральную, заявил пресс-секретарь российского лидера. Следственный комитет проверяет слова Моргенштерна на реабилитацию нацизма. 23-летнему Алишеру теперь грозит до 5 лет колонии. Его делом занялся Следственный комитет и лично глава ведомства Александр Бастрыкин. Сотрудники органов уже обнаружили в словах рэпера возможное распространение неуважительных к обществу сведений о днях воинской славы и оскорбление памяти защитников Отечества, либо унижение чести и достоинства ветеранов. Чем закончится вся эта история с Моргенштерном? Нужно ли наказать его за такое высказывание? А как думаете вы? Пишите свое мнение в комментариях. Ставьте лайк и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить интересные выпуски.